Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить новые объекты SCP. SCP в переводе с английского звучит как «обезопасить», «удержать», «сохранить», а фонд SCP – это вымышленная организация, проект совместного веб-творчества. Созданные в рамках проекта тексты описывают деятельность фонда, несущего ответственность за содержание аномальных предметов, существ, мест, явлений и прочих объектов, называемых SCP-объектами. Первым объектом сегодня я слеплю объект SCP под номером 457 – огненный человек. Внутреннюю часть фигурки буду лепить из скульптурного пластилина серого цвета, а каркас, как обычно, сделаю из алюминиевой проволоки. SCP-457 – это разумное существо, состоящее из пламени. Точная форма объекта неизвестна. Формируется объект из огня, который сам и создает. Если у объекта достаточно топлива, он принимает форму человека. А самый простейший облик – это язык пламени размером со спичечный огонек. В этой форме объект неотличим от обычного огня, за исключением способности вспыхивать, обжигая людей и самостоятельно перепрыгивать на горючие материалы или источники огня, поглощая их. Вырастая, SCP-457 может принимать более сложные формы. Также повышается уровень его интеллекта. Способ мышления SCP-457 неизвестен, но при достижении достаточно большого размера он всегда принимает человекоподобную форму, окруженную языками пламени. SCP-457 способен общаться, создавая буквы из огня, выжигая их на стенах или других поверхностях. При достижении определенного размера объект разделяется на два существа. Однако экземпляры SCP-457 агрессивны по отношению друг к другу и всегда пытаются поглотить или потушить копию, особенно если им доступно малое количество топлива. Для лепки огня смешаю желтый и оранжевый пластилин. Для того, чтобы получилось более реалистично, смешивать до однородного цвета не нужно. Получившимся цветом полностью покрываю фигурку. Далее из пластилина желтого цвета слеплю язычки пламени. Таким образом, у меня получился горящий человек, объект SCP под номером 457. Далее я буду лепить объект SCP-1013, еще этот объект называют Куралиск. Как обычно, сразу слеплю все основные элементы фигурки. Для этого мне понадобится пластилин зеленого цвета, красного и желтого. SCP-1013 – это небольшая рептилия с явно выраженной птичьей головой. Вокруг основания головы расположена широкая кожаная складка, которая может раскрываться с помощью костяных лучей. Тело объекта похоже на тело большинства рептилий, за исключением головы и ненормально длинного хвоста, который в 2 раза длиннее туловища. Хвост объект может использовать для отвлечения и последующей поимки крупной добычи. Голова SCP-1013 чем-то напоминает голову петуха, однако в клюве имеется некое подобие иглоподобных зубов, которые в основном используются для питания. На голове нет перьев, но есть крупный гребешок. SCP-1013 охотится, испуская неизвестное излучение, которое воздействует на добычу, установившую с ним зрительный контакт. Подвергшиеся данному воздействию внезапно испытывают сильную боль в мышцах, после этого наступает полный паралич. Далее SCP-1013 кусает парализованную жертву, после чего начинается процесс затвердевания ее тканей. Полное затвердевание поверхности тела человека происходит за 15 минут. Данное воздействие проникает примерно на 3 см вглубь тела, оставляя большинство внутренних тканей незатронутыми.
Затем SCP-1013 с помощью клюва пробивает внешний слой затвердевшей плоти и начинает поедать ткани изнутри. Объект чрезвычайно прожорлив и может съесть объем пищи, примерно вдвое превышающий его вес. В общем, ребята, вот такой опасный объект. Лепить его не очень сложно, можно обойтись даже без каркаса из проволоки. На сайте SCP изображения этого объекта не было, да и артов по нему не особо много было, поэтому я решил слепить этот объект чисто по описанию. Из пластилина красного цвета слеплю бородку и гребешок, как у петуха. Для лепки глаз буду использовать пластилин желтого и черного цветов. Далее слеплю в клюве зубы. Также я решил слепить ему язык, так он, думаю, будет выглядеть намного прикольнее. На спине из желтого пластилина сделаю гребень. При помощи трубочки от ватной палочки легко делать чешую. Вот такой объект SCP под номером 1013 у меня получился. Следующим сегодня я слеплю объект под номером 2295 – медведь с тряпичным сердцем. Внутреннюю часть фигурки медведя слеплю из скульптурного пластилина серого цвета. Также для лепки фигурки мне понадобится пластилин белого цвета, голубого, красного, оранжевого, светло-зеленого, желтого и коричневого. SCP-2295 – плюшевый игрушечный медведь длиной около 46 см, сшитый из лоскутков ткани и набитый смесью хлопкового или синтетического волокна. На левой стороне груди объекта имеется аппликация в виде сердца, а на шее SCP-2295 завязан бант. Материал и цвет лоскутков, из которых изготовлен объект, различаются. Аномальных химических свойств материалов в составе объекта не выявлено. SCP-2295 активизируется в том случае, если в радиусе 2 метров от него появляется человек, получивший тяжелую травму какого-либо органа. В случае наличия в радиусе действия 2 или более пострадавших, SCP-2295 неизменно выбирает самого младшего из них. SCP-2295 аномальным образом извлекает ножницы, белые нитки, а также швейные иголки или вязальный крючок изо рта и использует любые находящиеся вблизи него ткани и набивной материал для создания имитации поврежденного органа. После этого сшитый из ткани орган исчезает, а субъект теряет сознание. При этом сшитый из ткани орган аномальным образом замещает поврежденный орган человека. При отсутствии в пределах досягаемости подходящего материала SCP-2295 использует ткань и набивной материал, из которого изготовлен сам. Утраченный или использованный набивной материал объект регенерирует со скоростью 1 грамм в сутки до полного восстановления. Тряпичные органы успешно выполняют требуемые функции, не вызывая никаких ожидаемых симптомов биологической несовместимости. В организме субъекта имитации без каких-либо видимых проблем соединяются с прилегающими тканями и сосудами. Случаев отторжения органов не наблюдалось. В общем, ребята, вот такой с виду очень обычный мишка выполняет такие невероятные вещи. Глаза и нос этой фигурки я слеплю из пластилина темно-коричневого цвета. Уши слеплю из светло-коричневого и белого пластилина.
Голова готова, присоединяю ее к туловищу. Из желтого пластилина сделаю бантик на шею. Вот такой мишка с тряпичным сердцем, объект SCP-2295 у меня получился. Ребята, если вы знаете и другие интересные объекты SCP, которые я еще не лепил, то пишите в комментариях. Также, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, поддержите наш канал. Также, если вы еще не подписаны, то можете подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ссылка на плейлист со всеми объектами SCP, которые я уже слепил, есть в описании под этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, а в новом видео я скорее всего слеплю новых героев из игры Brawl Stars. Приветы от меня сегодня получают Елизавета, Артем и Серафима. Ребята, передаю вам огромный привет.